Всем привет! Сегодня буду заниматься разборкой амортизатора с Motoland. Модель мотоцикла Motoland CRF 250 Pro или, по-моему, XR 250 Pro, ну типа а-ля копия с Honda CRF. Если быть более точным, значит, модель заднего амортизатора бренд Fast Ace, модель BTA5 IRC. Занимаюсь этим вопросом с целью замены масла. Мотоцикл 2 сезона. Маслица, думаю, уже пора поменять. Вообще, в идеале нужно менять сразу. Лить буду матюль. Ну, не знаю, лить 10 В. У меня еще есть 2,5 В, 5 В, по-моему, есть. Рекомендую, по-моему, 10 В лить. Ну, посмотрим. Еще не решил. Из специализированного инструмента понадобится, ну, да, хороший вот такой ключик, это гайки преднатяга, закручивать, откручивать, да. Значит, нужен будет насос высокого давления, вот купил недавно, со Штатов приехала посылочка, даже его еще не распаковал, буду пробовать. И для насоса, ну, нужна будет игла, нитроген нидл называется. Вот, в целом, остальной инструмент стандартный, песочек, скорее всего, понадобится. Вот, поехали. Было 8 кликов. Надеюсь, он вообще в самом слабом положении изначально. В первую очередь нужно снять пружину. Для того, чтобы ее снять, ослабляем гайки преднатяга. Используем специальный ключ. Так, гайки полностью ослабил. Пружина даже собирается. То есть она должна, по идее, болтаться свободно, чтобы вытащить вот эту заглушечку. Наверное, надо ее чем-нибудь сжать. Вот она чуть-чуть ослабилась с одной стороны. Достаточно. Так всякого вертел с помощью вот такой такелажной стяжечки. С одной стороны его поджал, но этого недостаточно. Тут отошел, а тут все равно прижимает вот это кольцо. Можно с другой стороны подтягивать. У меня вот одна такая, к сожалению, есть вторая, но она тут не в гараже. Вот, соответственно, попробую сейчас с этой стороны его таким способом скрутить. Здесь получится. А потом уже, когда собирать, его делать. Вот такой не совсем тривиальный способ. Тем не менее, другого. Так, теперь, по-моему, нужно разбирать вот это место. Надо было сначала, немножко сделал неправильно. Надо было сначала стравить давление через клапан, потом откручивать. Ладно, мне повезло. Давление не очень
очень много было. Вот эту раскручивать. У нас стопорная колечко. Пробую сейчас аккуратненько разводным ключом газовым ключом сделать. Сейчас сливаем масло. Это не такое, но черное. Казалось бы. Масло около 200 мл. Ну не около, а 200. 50 копеек. Нужно вот этот поршень туда чуть-чуть. Опа. Стопорное колечко. Вот оно. Вытаскиваем стопорное колечко. Теперь поршень надо вытащить обратно. Собственно, на этом разборка амортизатора закончена. Не так много запчастей. Вот эту часть, где все шайбы, я трогать не буду, только ее сейчас протру. Вот, от грязи, возможно. Тут, в принципе, у меня все устраивает, все хорошо. Масло вылил ровно 200 мл. Собственно, такое же количество залил. Масло средней жесткости использовать. Матюль Factory Line 10В. Но 2 канистры есть. Состав вот этой канистры. Даже если не хватит, нового. Данная баночка. Ну, все равно, по сравнению с новым маслом, то масло, которое я вылил, оно, конечно, грязновато. Это прям как подсолнечное. Надеюсь, что это действительно не подсолнечное масло. Покупал в Байкленде. Надеюсь, что там подделки не будет. Мотель сказал, что много контрафакта. Так. Вот ровно 200 мл. Такое масло было и новое масло. Сейчас протру еще внутри. Так, заливаем новое масло. Протираю старый шток. Для предотвращения возможных утечек, давления или масла, я опять же не жалуюсь, у меня есть такой Loctite стик. Очень хорошо все герметизирует. Собственно, им мажешь резьбу, и он все очень хорошо уплотняет. Еще поршень нужно чуть-чуть поводить, чтобы весь воздух туда шел. Так, сейчас еще посмотрел одно видео. Меня смущает следующий момент. По идее, вот здесь
воздуха быть вообще не должно. Я налил сюда 200 мл масла. И здесь воздух еще, как бы, если я закручу, воздух останется предостаточно. Соответственно, я буду доливать масло и выгонять с этой камеры весь воздух. Вот. Теперь масла у меня там не осталось. Не масла, воздуха у меня не осталось вообще. И вставляем стопорное колечко. Замечательный насос. По-моему, до 3 бар нужно качать. В принципе, все. На этом основная сборка амортизатора закончена. Осталось установить пружину, да, сюда. Сейчас я этого делать не буду. Есть идея просто покрасить в другой цвет. И плюс у меня нету стяжек, чтобы затянуть и вставить вот этот блокиратор. Сегодня я буду ставить пружину обратно на задний амортизатор. Вот пружину покрасил, ничего особенного, просто грунтовочка и несколько слоев красной краски. Провел уже подготовительные работы. Вот тут верхний и нижний, предпоследние витки мотал скотчем, чтобы случайно не содрать краску. Хотя я думаю, все будет хорошо. И две такелажные стяжечки вот уже подготовил, намотал на витки. Напомню, что в прошлый раз я использовал отвертку, просто как бы закручивал, чтобы снять пружину, да, накручивал, она сжималась, и таким образом удалось. Очень муторно было. Сегодня попробую вот с двумя стяжками стянуть пружину, чтобы ее можно было одеть обратно. Собственно, идея такая, просто на нее наступлю и стяжечки затяну. Не знаю, получится, не получится. Сейчас увидим. Так, не знаю, чуть-чуть стянул ее. Сейчас буду пробовать установить.